Когда я начала работать над темой школьного буллинга как активист, мне захотелось провести какую-то уличную акцию взаимодействия с людьми, и мне пришла в голову идея обклеить себя стикерами с оскорблениями, которые я слышала в школе, потому что, как известно, в школе любят клеить стикеры на спину с оскорблениями, и, как правило, ты не видишь, что на тебе там налеплено, и ты ходишь с ними потом. Спереди на мне были стикеры с оскорблениями, которые я написала сама, а сзади на спине были свободные стикеры как раз для того, чтобы люди могли написать что-то, и я бы не видела, что. Я сама не хотела никому ничего объяснять, ни с кем разговаривать, поэтому мой друг, собственно, объяснял прохожим, в чем суть этого дела, и предлагал им как раз-таки изначально именно оскорбить. Делалось это с целью для того, чтобы посмотреть, продолжат ли люди оскорбления или захотят написать что-то хорошее, или, возможно, захотят сорвать эти стикеры вовсе. Я еще не хотела говорить не реагировать на любые комментарии, потому что я не могла отвечать и реагировать в школе, когда меня пытались задеть. И, это было, в общем-то, символично. Сначала мы встали недалеко от арки, которая ведет к Эрмитажу. К нам тут же подошли человек-статуя, который там работает, и промоутер с листовками. Человек-статуя написал на мне «красавица», отказался писать что-то обидное. Еще был какой-то мужчина, который долгое время наблюдал, в итоге поговорил как раз с моим другом Пашей, и после этого спросил, могу ли я их все сорвать, и, собственно, подошел и сорвал. Я на самом деле не ожидала, что кто-то до этого додумается, и что это произойдет так быстро. Нам пришлось писать все стикеры снова. После этого народу поубавилось, и мы переместились на сам Невский проспект, вышли. Мы пошли потихонечку по Невского, периодически останавливаясь то там, смотрели, как где будет удобнее, так, чтобы и проходимость была большая, и чтобы встать так, чтобы было удобно. В итоге мы пришли к тому, что я встала ровно посередине моста, и девушка какая-то, которая шла мимо, подошла ко мне, сказала, что это все неправда, и спросила, можно ли меня обнять. Мы с ней обнялись, и иногда останавливались люди, но они не решались на самом деле что-то спрашивать сами. Паше часто приходилось инициировать контакт самому. На самом деле все записи за этот день, они были положительные, ни одной негативной так и не последовало. С меня сорвали еще раз все стикеры также на Невском проспекте. Самое большое количество откликов и взаимодействий было прямо около метро Невский проспект. Я стояла на небольшой ступеньке сбоку от толпы, которая проходила. Так меня было видно абсолютно всем. Здесь я попробовала предлагать маркер сама, просто держа его в протянутой руке. При этом люди все равно не понимали, что нужно делать, спрашивали, а что это такое, а почему, и Паше все равно приходилось объяснять. На самом деле люди возмущались и говорили, что это все неправда, и зачем надо было начинать с оскорблений, можно же написать что-то хорошее, и все равно продолжали писать хорошее. Тем не менее, мне довелось услышать пару обесценивающих вещей, когда говорили, что в принципе все эти акции бесполезная фигня, которой мы маемся. И было 3 парня, которые подошли ко мне и начали говорить сначала вроде бы хорошие вещи о том, какая я симпатичная. Один там попытался меня приобнять, понял, что я замерзла, вот она такая холодная. Они все пришли к тому, что им меня очень жалко, а стояла я на секундочку под дождем в футболке. Но потом один из них начал рассматривать мою татуировку и заметил шрамы, потому что они видны даже под татуировкой. Он начал спрашивать, а что это такое, зачем и почему, и начал говорить, что вот ты симпатичная, страдаешь фигней, покрутил пальцем у моего виска, намекая на то, что я сумасшедшая.
Эм, Двое из них сказали, что хотели бы забрать меня прямо сейчас к себе домой. И, как там один из них сказал, воспитать, чтобы она такого больше не делала. Потом я увидела, что они оба оставили номера своих телефонов на мне. И один из них еще на прощание сказал: перекрась волосы в свой цвет, перестань себя резать, что-то в этом духе, и все у тебя станет хорошо, найдешь себе парня. На самом деле на телефон снимали очень мало, буквально там пару раз. В самом конце, когда я уже собиралась сворачиваться, к нам подошел ВДВшник, потому что сегодня день ВДВ, и начал говорить, что, выходя на улицу вот так, решить мои психологические проблемы в виде травмы от буллинга никак невозможно. И он сказал, что нужно бы работать с терапевтом, а он, оказывается, сам психоаналитик. В итоге я сказала, что проблем-то у меня никаких нет, и я уже это пережила, и вообще-то я тут провожу исследования как активист. Он еще смеялся потом долго, я не очень вникла, почему он смеялся, но это уже Паша с ним беседовал, надо у него спрашивать. На самом деле выводы неутешительные. Все писали хорошие вещи, и не то чтобы я прям рассчитывала, что будут писать плохие, но мне бы хотелось, например, чтобы больше сдирали плохих вещей. И мне кажется, что большинство из этих комплиментов были неискренними. Люди просто стояли и выдумывали, чтобы мне такое хорошее написать, чтобы не только плохое на мне было. Вообще я сильно была удивлена, потому что, когда выкладывалась статья с моей другой уличной акции против травли, комментарии были плохие, и многие писали, что по ней видно, за что ее травили, и вообще так им и надо, слабые с поля. В реале почему-то никто не решается таких слов произнести или сказать, хотя я думала, что будут люди, которые скажут: я тоже в школе так прикалывался над всеми, и напишут что-нибудь еще в этом же духе. Но так никто не сделал. Мне хотелось бы посмотреть, как будут реагировать на это люди в разных районах и сравнить. Я собираюсь продолжить эту акцию, провести ее в других районах, и даже, вероятнее всего, мы с Пашей поменяемся местами, чтобы посмотреть, насколько разная реакция на девушку и на парня. Есть такое предположение, что девушек больше жалеют, а парней нет, меньше.